Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, что какой-то инсайт вы определенно получите. И для вас, мои дорогие весы, октябрь может быть очень знаменательным месяцем, потому что вы можете в октябре словно итог какой-то подводить и уже наметить себе какой-то план на будущее, как цель поставить или намерение. Может быть, и обстоятельства вашей жизни сыграют таким образом. Вот это то, что вокруг нас находится. Как будто, знаете, сужается какой-то фарватер нашего движения, либо словно узкий коридор какой-то реальности. Так или иначе, Вселенная нас будет к чему-то подводить, что мы сделали правильные выводы и определились, что же мы хотим совершить в будущем. Вот для кого-то из вас октябрь будет очень знаменательным месяцем. Давайте мы узнаем. Достанем карты. Первая карта – важное событие. Восьмерка мечей. Ну, наверное, самое главное – себе самому не мешать. По этой карте, видимо, будут те возможности, вот как я сказала, и наша задача их увидеть. А по восьмерке мечей у нас показана девушка, которая словно за забором находится. Но на самом деле это вымышленное что-то. Это карта того, чего нет. И девушка нам показана с повязкой на глазах. Она не видит, она смотрит вглубь себя. Вот и не заглядывайте вглубь себя, не устраивайте себе какую-то жизненную глубокую философию на мелком месте. Вот она сейчас не нужна. Когда выпадает эта карта, наша задача держать руку на пульсе и увидеть, что же есть вокруг нас. Увидеть какие-то не просто новые возможности, а, наверное, на злобу дня каждый день подмечать какие-то детали, может быть. Да, где-то прислушиваться к тому, что люди говорят, и одновременно, что люди делают. Где-то анализировать постоянно. Мы не можем расслабиться, иначе мы где-то соскользнем вот в какие-то ошибочные суждения. Вот важные события нам не говорят конкретно. Видимо, у каждого в своей какой-то области или каким-то образом это проигрывается. Но если карта говорит не мешать себе, стало быть, не место глубокой философии, это наверняка. Неожиданное событие. Колесо фортуны. Действительно, в этой колоде это карта удачи, карта успеха. Нам здесь, с учетом восьмерки мечей, мы можем от чего-то отказаться. Или, может быть, знаете, как возможности к нам приходят такими, какими мы их чаще не ждем. Мы себе можем что-то запланировать, где-то помечтать, почему нет. И по нашему частому мнению, что вот именно определенным образом должна как-то развиваться ситуация. А здесь по колесу фортуны на тебе что-то начинает меняться. И ведь это могут быть обстоятельства вашей жизни, которые затрагивают жизни других людей. Может быть, сама какая-то структура меняется, или порядок чего-то меняется, или еще какие-то обстоятельства порой непреодолимой силы меняют вокруг вас какую-то обстановку и вас вынуждая принять какое-то важное либо решение, либо какое-то предложение, с чем-то согласиться, в чем-то проучаствовать, мои дорогие. Когда выпадает карта «Колесо фортуны», неожиданное событие, тут самое главное от чего-то не отказаться. Мы пока не попробуем что-то, мы не будем знать наверняка, нужно нам это или нет. Причем это какой-то новый опыт, прежний не работает, и нам придется в новых условиях, может быть, в какой-то новой реальности, не просто даже принимать решения, а действовать каким-то другим образом для того, чтобы не упустить чего-то очень важного. Вот у вас на кону будет стоять то важное, что вам послужит какой-то длительный период времени, поэтому будьте внимательны. Что завершится, давайте мы с вами узнаем. В октябре месяце. Четверка пентаклей – это карта стабильности, когда у нас все под контролем, но иногда по этой карте, знаете, ощущение «я хожу по кругу». Когда, знаете, как день сурка. День сегодняшний похож на день завтрашний, а предыдущий день
он был похож на тот, который мы сегодня прожили. То есть какая-то цикличность и нет никакого прогресса. И если мы говорим, что завершится, может быть какой-то длительный период времени, когда ничего не менялось, хотя это ведь карта уверенности и спокойствия. Поэтому я могу предположить, динамика какая-то в вашей жизни будет меняться, мои дорогие весы. Не будет, видимо, какого-то однообразия. Однообразие в первую очередь завершается по этой карте. Давайте мы узнаем, какие двери будут открыты или что нового войдет в вашу жизнь. По шестерке мечей это карта заслуженного успеха. И пусть она достаточно такая темноватая, да, у нас показана девушка, которая просто плывет в лодке. Она отплыла от старого берега, и она даже не хочет оглядываться. Там все ей известно, знакомо, и она не видит себя уже на прежнем берегу. Она знает четко, чувствует, может быть, это по этой карте интуиция проходит, что какое-то либо новое дело, либо новый буквально берег для нее будет более предпочтителен. И правда, по этой карте иногда может проиграться переезд или релокация офиса. Или действительно, если по работе проблемы в этой местности мы не можем найти работу, мы ее найдем где-то в другом месте. Или по этой карте удаленная работа, работа на дому, работа, связанная с командировками, работа, связанная либо это IT, либо посредством интернет, работа с большим объемом информации. Где-то по этой карте проходят социальные сети тоже для тех, кто из вас, может быть, блогерством занимается или влогер. Как-то вы хотите тоже, чтобы было удачное развитие. Вот здесь как раз какие двери будут открыты. Да практически самореализация для вас будет открыта, мои дорогие весы. Но я бы еще добавила, что, знаете, как будто о себе надо заявить. Все-таки, когда у нас выпадает эта карта, и я сказала, сети социальные, или пусть даже это у вас какой-то бизнес, или вы специалист в каком-то деле, или вы эксперт в каком-то деле, как минимум какую-то страничку о себе заявить, словно посредством интернета, определенно стоит, потому что каким-то образом для вас это сыграет хороший плюс. Давайте мы узнаем, а что может помешать? Шестерка пентаклей – это карта финансового успеха. Получение буквально денег, когда нам может показаться, мы не хотим ничего менять. Вот есть какая-то на данный момент ситуация, и меня она устраивает, она какая-то надежная, и я не хочу ничего тут плюс-минус где-то рисковать, может быть и так. Или я не могу что-то просчитать, и я не хочу допустить даже, что как-то мне придется что-то переделывать, или опять какой-то вопрос начинать с нуля. Может действительно не хотеться из какой-то, может быть, рутины выходить, или из каких-то прежних рамок. У кого-то ведь и так проигрывается, мы говорим, как цикл какой-то, день сурка. Но в то же время нам ведь это все понятно, нам уже где-то прогнозируемо. И вот то, что мы называем отчасти рутиной, тем, к чему мы уже привыкли, нас может тормозить. Или мы не хотим, может быть, нас устраивает как и доход, и мы бы хотели тоже удержать какую-то ситуацию, лишь бы ничего не менялось, а идти вперед как будто придется, потому что колесо фортуны, хотим мы или нет, если мы сами пытаемся искусственно какие-то перемены, как будто противостоим им, хотим удержать какой-то прежний наш уклад, а пространство все равно начнет что-то менять. Вокруг нас что-то будет меняться. И тогда какая-то ситуация может выйти из-под контроля. Тут ведь надо, знаете, как словно нюхом чувствовать, если можно так сказать, что в пространстве какие-то перемены назревают, или обстановка, она тоже не будет статичной длительный период времени. Придется что-то в себе менять, или самому как-то измениться, или, может быть, адаптироваться к новой ситуации. Вот это будет тогда со знаком плюс. Давайте мы узнаем, что нам будет помогать, что нас будет радовать. Наверное, по колесу фортуны предполагается, знаете, какая-то синкопа или словно американские горки. Все-таки, правда, колесо фортуны, тут момент внезапности, он может проигрываться по-разному. Но будут и те периоды, когда
будут паузы. И нас это, как ни странно, будет радовать. Нас будет радовать какой-то неспешный ритм, может быть, жизни. И по этой карте ведь это деньги в рост. Или пассивный доход у кого-то, правда, будет радовать. Будет радовать то, что те деньги, которые, может быть, прежде задерживались, мы их, наконец, получим. Или, если вы творческий работник, гонорар действительно по какой-то причине где-то застрял. Тут, скорее всего, вы его получаете, и он вас радует. Знаете, у кого-то ведь могла или может такая ситуация сложиться. Даже если вы занимаетесь творчеством, было, допустим, одно какое-то направление, или было сотрудничество с определенными людьми, и вот в последний период какой-то вы, допустим, не получили деньги, и вы уже готовы были, где-то вас эта ситуация, ну так, раздосадовала, и вы были готовы что-то менять. А здесь может получиться таким образом, что деньги к вам приходят, и все. И я не хочу ничего менять. Я уже готов или готова где-то удержать прежнюю ситуацию. Пусть я подожду, но у меня уже как-то с людьми отработано, или эта схема мне понятна, и мы можем, ну, свое собственное, как продвижение, так и саморазвитие просто-напросто тормозить. А карта нам говорит, а все равно что-то не будет статичным. То есть вот этот якорь, или будем говорить, когда я хожу по кругу, вот этот круг, он тоже завершится. Нам придется, правда, себя как будто перестроить в каком-то другом направлении. Давайте мы узнаем дела, работа, бизнес. Достанем с вами карту пятерка кубков. Есть вот то, что я сейчас обрисовала, ситуация может проигрываться. По пятерке кубков это какое-то разочарование. И, по сути дела, это разочарование по прошлому. Эта ситуация не новая. И нам говорят, вообще и в прошлом-то не надо было расстраиваться, потому что для тебя, как будто карты не видят для вас, мои дорогие весы, какого-то смысла. Самое главное развернуться на 180 градусов и что-то сделать совершенно по-другому. Или увидеть новые возможности. Какая-то ситуация у вас была, знаете, словно побуждением для вас, точнее, чтобы вы приняли какое-то важное решение. Или переключили сферу своего внимания. Или пересмотрели свою деятельность, или, может быть, изменили что-то в вашей жизни. Ведь карта призывает не смотреть на 3 разлитых кубка, а увидеть, что за спиной стоят еще 2. И вот это самое сожаление, оно нас где-то может, вот как эта 8 мечей, погрузить в те мысли, которые нам не нужны. Или нарисовать какой-то омут буквально. А карта нам не случайно говорит, не мешай себе. У кого-то может проигрываться из-за усталости тоже. Знаете, правда, тут сколько не удерживай какую-то, вот так, чтобы суммировать, да, мои дорогие весы. Какую ситуацию ты не удерживай, как будто, как ты не пытайся. Может быть, это где-то, кстати, касается и личных отношений, ведь такое может быть. И причем личные отношения у кого-то проходят, может быть, увы, через либо разводы, либо через какие-то разбирательства. И поэтому карта выпадает в позицию дела, работа, бизнес. То есть, если мы в каких-то инстанциях проходим слушание, хочешь ты или нет, это тоже какие-то дела, уже сфера наших дел получается. И вот у кого-то и такое, когда мы пытаемся, правда, удержать какую-то ситуацию, вот как этот человек, показанный на 5 кубков, он смотрит как завороженный на 3 разлитых кубка, понимает, что вернуть в первоначальное состояние не получится, и он в стопоре. И вот этот стопор не дает ему увидеть, что происходит вокруг. Могут помешать эмоции со знаком минус, как и по делам, ну, наверное, так и по настроению. Это ведь тоже так вот, если откровенно. Давайте мы узнаем, что же для вас финансы. Шикарно, посмотрите. По карте колесницы мы не должны от чего-то отказаться. У вас 2 очень важные карты выпадают, мои дорогие весы. Колесо фортуны и колесница. Нам говорят, что пространство на вас словно имеет виды, вселенная, судьба. Мы что-то не сможем удержать. Все равно будут перемены. И наша задача быстрее проститься с чем-то. Быстрее проститься с какими-то негативными эмоциями. Принять уже сложившийся факт. Не пытаться, словно искусственно, притянуть какую-то из прошлого ситуацию и ее еще раз попробовать. Или что-то обновить. Или еще раз поверить, может быть, человеку. Или
подумать, что ну вот как-то оно разберется постепенно, да, все станет на свои места, ничего не станет. Вот есть что-то из прошлого для вас, мои дорогие весы, то, что, ну как ты ни крути, оно не может быть продолжено. И с другой-то стороны, что-то новое приходит на наш порог. И карта нам говорит, пусть у вас это по финансам, у кого-то проиграется просто дела, работа, бизнес, и каким образом я зарабатываю деньги. А у кого-то это ведь может проиграться с колесом фортуны, включая вашу личную жизнь. Тут словно, знаете, как Гордиев узел у кого-то из вас может быть, когда все сферы жизни, они словно слились в одно единое целое, попробуй разберись. И правда, у кого-то будет очень сложная ситуация. И тем не менее, какие-то параллели. Вот вы ведь умеете мыслить логически. У вас прекрасное чувство такта. Вы великолепные дипломаты. И в то же время вы умеете четко видеть ситуацию без эмоций. Но, видимо, где-то в октябре эмоции будут брать верх. Потому что вот думалось одно, получилось что-то другое. А карты нам говорят, ты не можешь влиять на людей. Ты не можешь влиять на обстоятельства. Поэтому принимай все как есть. Не упусти чего-то нового, себя словно повергнув в какую-то изоляцию от внешнего мира. Не уйди в какую-то свою ракушку, будем говорить так. Не отгородись от чего-то. Твоя задача как раз использовать какие-то новые, как варианты, что сотрудничество, что методы, что предложения. По карте Колесницы, ведь в этой колоде это карта успеха и удачи. Если здесь у нас заслуженного успеха карта выпадает, а тут вот руку на пульсе надо держать, мои дорогие. У вас на финансы, значит, какой-то новый способ заработка или работы вашей, или новой должности, или какая-то самореализация у вас на кону может стоять прекрасно. А нам захочется вот где-то как раньше, понятно, как-то размеренно, может быть. Вот как по четверке пентаклей, да. Пусть это какой-то круг, но круг тот, который у меня уже просчитанный там, может быть, на десятилетия, и я уже привык. А тут надо, тут не про привычку, тут все может так вот переворачиваться вот по этим двум картам с ног на голову. И все-таки это будет важно, не удерживать то, что уходит, и встречать все то, что приходит либо в ваше информационное пространство, а для кого-то из вас это новые люди. Я могу предположить, мои дорогие весы, хотим мы того или нет, но на какой-то период времени вам придется менять себя. Вокруг вас будут меняться, да, правда, и люди тоже. Будут появляться какие-то новые возможности. Принять просто новые правила игры, новое окружение. Может быть, как новую какую-то реальность. Это будет очень важно. У вас два старших аркана, которые конкретно про перемены. Нам этого не избежать. Давайте посмотрим, что для вас в личной жизни. Тройка жезлов. Люблю эту карту, потому что, с одной стороны, все под контролем. Во-вторых, это карта уверенности. И в-третьих, это как про новые берега. И, кстати, у кого-то проиграется хоть личная жизнь, это не только про любовь, про нашу, правда? Про как раз нашу самодостаточность, про наши амбиции. И корабль – один из символов Меркурия. Где-то это и про вас, работа с информацией. А для кого-то это переезд может означать. Или поездка куда-то далеко. Это, знаете, то, чем мы занимаемся с вдохновением, и то, что перед нами открывает какие-то новые совершенно горизонты. Это новый вкус к жизни, новый вкус к свободе. Знаете, и с новым вдохновением по этой карте возможно все. Как и карьеру сделать, как и поехать куда-то, или просто путешествовать, или недалекая какая-то поездка, так и может быть переезд в другую страну. Тут может проиграться все, что угодно, что вы можете себе запланировать. Но старт не в октябре. Но как будто это все реально. И, видимо, какие-то предпосылки для вас, мои дорогие весы, они уже будут такие значимые. Будьте открыты любой информации. Анализируйте. Вы прекрасно умеете анализировать и как раз с этой самой информацией работать. И тогда вы для себя какой-то такой трамплин шикарный можете на 2024 год уже словно понимать, создать, может быть, в тезис-план изложить. И это ведь для вас будет очень значимо.
Давайте мы узнаем совет от карт, как объединить все те карты, которые выпали. Пятерка Пентаклей. Вот два момента, от которых вы должны уйти. Решить какие-то финансовые вопросы, как будто не должно в вашей жизни быть финансового недостатка. Раз. И не должно быть недостатка взаимопонимания. Чтобы вас, мои дорогие весы, окружали люди, которые вас вдохновляют. Вот действительно вы будете пересматривать свое окружение. Потому что если вы не находитесь среди тех, которые на вас действуют положительно, а наоборот, как будто, ну, где-то давят вот так, или где-то принижают ваши достоинства, я имею в виду даже в вашем самовыражении, в вашей, может быть, профессиональной деятельности, вашей экспертности, заставляют вас в себе сомневаться. Вот вам надо таких исключать практически, понимаете? Потому что для вас это имеет значение. Для вас имеет значение ваша уверенность. У нас с этого началось. Восьмерка мечей, и мы с вами сказали, что не сомневайтесь в себе. Тогда будет и позитив, тогда будет и успех, тогда будет и самореализация, будут и деньги, будет и счастье, будет и любовь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.